Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я строю очень харизматичную модель. Это сидельный тягач МАЗ-537, и это самая, наверное, брутальная версия тягача, которую я только встречала. И в этом видео вы вместе со мной научитесь состаривать такие модели. Поехали! Итак, передо мной коробочка сидельного тягача МАЗ-537 и точно такой же МАЗ, но с прицепом я собирала уже на канале. Из необычного тут на бокс-арте сидит известный персонаж. Если вы узнали, кто это, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. А также на заднем плане здесь какой-то буйвол, скорее всего. И это очень похоже на эмблему, логотип МАЗа, как автокомпании. Соответственно, довольно интересная модель. И вообще я люблю такую внедорожную инженерную технику. На обратной стороне у нас тут есть другие тяжеловесы Советского Союза, например, как вот эти кразы в нескольких вариантах с бочкой, просто сидельный тягач и еще один сидельный тягач чуть поменьше. И также можно приобрести отдельно прицеп. А недавно вот такой же краз выходил, но обновленный у АВД, так что если они еще остались на лавке, то можно их найти. И, соответственно, вот этот МАЗ с прицепом, именно эта модель у меня есть на канале. Так что рекомендую посмотреть, если вы не видели это видео. Так что время собирать. Поехали! Я уже строила у себя такой МАЗ на канале, и тогда я его делала в классическом зеленом цвете с тралом-танковозом. А эту модель я хочу воплотить в несколько ином образе. И для начала я подсобрала модели в виде нескольких частей: шасси, нижнюю и верхнюю части кабины. И обратите внимание, что модели от АВД наиболее удобно собирать при помощи суперклея. Под сборки я загрунтовала серым грунтом из аэрозольного баллончика. Шасси я покрашу в черный цвет. Это уже классика для советского автопрома. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали! А кабина у меня будет не классическая, а красная. Ведь такие тягачи встречались в регионах Крайнего Севера. Да и в красном цвете такая машина будет выглядеть еще более брутально, нежели в зеленом. И при этом у меня не получится классический красный цвет. Я нанесла предварительные тени. Если наносить красный цвет поверх черного, то будет несколько иной оттенок. Что-то среднее между бордовым и темно-красным. То, что и нужно для этих мест. А где не было предварительных теней, получится обычный красный цвет. А потом я воссоздам эффект выгоревшей краски при помощи добавления в базу белого и желтого оттенков. И тут я применяю краски от фирмы Machete, которые можно найти в магазине «Модельная лавка». Ссылочка будет в описании. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. МАЗ-537, прозванный ураганом, это не просто грузовик, а символ советской инженерной мощи. За годы службы он успел поучаствовать в секретных миссиях, перевозить ракеты и даже воевать в кино. Вот несколько увлекательных фактов из истории этого грузовика. Первое. Сердцем МАЗ-537 стал 12-цилиндровый дизельный двигатель. Прямой потомок двигателя Б-2 от легендарного танка Т-34. Этот мотор выдавал 525 лошадиных сил и разгонял 22-тонную махину до 55 км в час, потребляя при этом 125 литров топлива на 100 км. И водители шутили, что если МАЗ-537 заведется, то половина топлива уже закончилась. А далее мне предстоят ручные работы. Мне нужно окрасить сиденья, запасные канистры, огнетушители и также фары тягача. МАЗ-537 стал ключевым транспортом для советских межконтинентальных баллистических ракет. Р-17 буксировались на специальных полуприцепах. УР-100 перевозились в контейнерах для системы ПРО А-35. РТ-2 и Р-14
демонстрировались на парадах в Москве. Ночные перевозки ракет часто сопровождались вооруженным конвоем, а маршруты держались в строжайшей тайне. Модификация МАЗ-537Г с лебедкой в 15 тонн сначала провалила испытания. Выявили 118 дефектов. После доработок еще 84 недочета. Но армия срочно нуждалась в тягаче, и его все равно запустили в серию. И в итоге он стал самым массовым и при этом надежным. МАЗ-537 попал в кино. Например, в фильме «Трансформаторы 3» в 2011 году МАЗ-537 засветился как военный транспорт десептиконов. А в 2019 году в сериале «Чернобыль» использовали похожую технику для эвакуации бронетехники. Я хочу воспроизвести образ полярного труженика, и для этого я при помощи поролона нанесу сколы коричневого цвета, и на красной базе они будут смотреться довольно хорошо. Также есть довольно необычные модификации данного тягача, например, МАЗ-537Д. Он имел генератор в 75 кВт и мог питать ракетные комплексы в полевых условиях. Также МАЗ-537Е, он работал как тягач-электростанция. А МАЗ-537К – это автокран на шасси, но из-за риска опрокидывания его почти не использовали. Маркерами от мачете я прорисую отражающую поверхность фар, и, кстати, это идеальный инструмент для таких работ. После армии многие МАЗ-537 попали в народное хозяйство. Перевозили турбины для ГЭС и целые дома в Сибири, а один владелец попытался сделать из него лесовоз, но он разорился на топливе, ведь расход в 125 литров на 100 километров – это ого-го. Прорисую элементы трансмиссии, которые будут видны на готовой модели. А смывкой грязно-коричневого цвета я обозначу многочисленный рельеф экстерьера модели. МАЗ-537 – это не просто грузовик, а легенда, которая перевозила ядерное оружие, спасла армию и даже снималась в Голливуде. Его мощь, ненадежность первых версий, а также невероятная проходимость сделали его одним из самых запоминающихся автомобилей в СССР. Интересно, а что вы думаете? Смог бы современный КАМАЗ заменить МАЗ-537 в тех же условиях? Масляными красками я дополню образ боевого трудяги. А пигментами оттенка сажи и пыли я покажу следы пыльных летних северных дорог. И вот такой брутальный трудяга у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось. Увидимся через неделю. До новых встреч. Пока-пока.